Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как избавиться от прыщей натуральными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. 12 причин появления прыщей. Акне или угревая сыпь на лице – неприятная проблема, с которой чаще всего сталкиваются люди, переживающие гормональное перестроение организма, то есть подростки, пубертатный период и женщины в преддверии климакса. Однако у некоторых людей противные угри не исчезают даже после гормонального всплеска. Особенно от этого страдают девушки, для которых прыщи, портящие красивое лицо, становятся настоящей напастью. Если вы читаете эту статью, вероятнее всего, вы уже пытались бороться с акне при помощи противогрибковых препаратов или антибиотиков. Возможно, некоторые средства вам помогали какое-то время, но, видимо, полной победы над угревой сыпью вы так и не одержали. Вы не одни. Статистика говорит о том, что 35% лиц старше 20 лет продолжают бороться с различными видами акне. Причем 12% из них – это женщины с серьезными клиническими формами угревой сыпи на лице. А ведь кожа – это зеркало нашего внутреннего состояния. И если где-то в организме наблюдается сбой, он проявляет себя различными кожными заболеваниями, одним из которых как раз и является акне. Откуда возникают эти проблемы? Чтобы разобраться в этом, для начала давайте поймем, что такое прыщи. Как появляются угри? По статистике, чаще всего кожу поражает акне вульгарис – угри обыкновенные, хотя встречается и более тяжелая форма – кистозные угри. Первые – это обыкновенные красные угри, которые поражают щеки и лоб человека, тогда как вторые представляют собой серьезные поражения на коже, заполненные жидкостью с кистами. Откуда они появляются? У каждого волосяного мешочка располагается по 7-9 сальных желез, вырабатывающих кожное сало, призванное смазывать кожу и не допускать потерю воды. Однако, в силу различных причин, железы многократно усиливают выработку кожного сала, а поверхностные клетки кожи начинают активно вырабатывать ценный белок – кератин. Эти вещества блокируют волосяной канал, провоцируя образование комедонов, к которым в скором времени присоединяются бактерии. Комедоны воспаляются и превращаются в характерное акне. Причины появления прыщей на лице. А теперь поговорим о причинах повышенного синтеза кожного сала и кератина. Первое. Избыток тестостерона. Гормональный дисбаланс является самой распространенной причиной появления прыщей на коже лица. Но, как я уже говорила выше, свойственно это для подростков переходного периода. Что же касается взрослых людей, то у них избыток тестостерона может появиться в связи с нарушением работы надпочечников, а также по причине генетической предрасположенности. Именно поэтому при появлении угревой сыпи на лице важно обратиться к врачу и пройти обследование. Второе. Молочные продукты. Все мы любим молочные продукты за невероятную пользу, которую они несут организму. Тем не менее, некоторым людям молоко противопоказано. А все потому, что присутствующие в этом продукте гормоны, в частности инсулиноподобный фактор роста, связываясь с рецепторами в сальных железах, провоцируют повышенную выработку кожного сала. Более того, молоко содержит аналог гормона тестостерона, а значит не самым лучшим образом влияет на выработку кожного сала. Третье. Продукты с высоким гликемическим индексом. Наше питание играет важную роль в появлении угрей. И дело тут не только в молоке. На появление этой проблемы влияет и уровень сахара в крови, который повышается при употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом. В большинстве своем это сладкие продукты – шоколад и конфеты, покупные соки и сладкая газировка. И другие продукты с высоким содержанием быстрых углеводов – белый хлеб и сдоба, финики, макароны и картофель. Все они влияют на уровень гормонов в организме и могут стать причиной закупорки волосяных каналов. Четвертое. Трансжиры. Сегодня все больше продуктов содержат в себе так называемые трансжиры. Их можно встретить в маргарине и различных соусах, молочных продуктах и растительных маслах, жареной пище и обработанных пищевых продуктах. Такая вредная пища несет в себе немало опасностей для организма, но прежде всего от нее страдает кожа. Попадающие в организм трансжиры могут как вызвать появление угревой сыпи,
так и усиливать уже имеющееся акне. 5. Чувствительность к пище. У некоторых людей может быть врожденная непереносимость определенных продуктов, о которой они даже не подозревают. Бывает, что эта проблема проявляется исключительно появлением акне на лице. Практика показывает, что воспалительный процесс в верхних слоях эпидермиса может вызывать пшеница, кукуруза, арахис или соя. Особенно распространенной является непереносимость белка, содержащегося в пшенице. А потому людям с акне есть смысл хотя бы на несколько недель отказаться от хлебопродуктов и понаблюдать за состоянием кожи на лице. 6. Факторы окружающей среды. В большинстве своем на появление акне влияют внутренние факторы. Однако это не означает, что поры не могут закупориваться по внешним причинам. Воздух, загрязненный пылью, маслами, грязью и выхлопами автомобилей, также может усиливать уже имеющуюся закупорку. Данная причина акне чаще дают о себе знать в тех случаях, когда средства, очищающие вашу кожу, не справляются со своей функцией. 7. Слишком активный уход за кожей лица. Если вы несколько раз в день моете лицо с очищающими средствами, вместе с кожным салом вы удаляете гидролипидный барьер, который помогает удерживать влагу, а также слой кислотных масел, которые противодействуют акне. Кожа в этом случае остается беззащитной, а значит уязвимой для бактерий. В ответ на это сальные железы начинают активнее вырабатывать кожное сало, что повышает вероятность закупорки. 8. Некачественный демакияж. Если вечером вы плохо смываете макияж, и этот процесс повторяется раз за разом, со временем у вас нарушается процесс очищения пор и выработки кожного сала. А итогом становится закупорка волосяных каналов и развивающееся воспаление. Именно поэтому косметологи настоятельно рекомендуют перед сном удалять макияж с помощью молочка, после чего устранять остатки косметики другими моющими средствами. 9. Токсичность организма. Если верить исследованиям, у 30% людей, страдающих от акне, проблема появляется в результате высокого содержания токсинов в крови, которые попадают туда из кишечника. Причиной этого может быть недостаток потребления чистой воды, хронические запоры или низкое потребление пищи, богатой клетчаткой. В любом из этих случаев в крови начнут скапливаться токсические вещества, что неизменно скажется на состоянии кожи. Возможно, также необходимо чистить печень и почки, которые не справляются с выведением отравляющих веществ из организма. 10. Гормональный дисбаланс. На появление угревой сыпи влияет не только высокий тестостерон. Если у вас низкий прогестерон, на фоне высокого эстрогена вы также не защищены от возникновения прыщей на лице. В этом случае не обойтись без эндокринолога, который поможет выровнять баланс таких важных для организма гормонов. 11. Прием некоторых лекарств. Прием некоторых медпрепаратов может влиять на гормональный фон организма, а значит и нарушать работу сальных желез. Кроме того, лекарства могут стать причиной аллергии, которая вызовет акне. Как правило, к появлению подобных проблем приводят гормональные контрацептивы, антибиотики и даже витаминные добавки. 12. Стресс. Хронический стресс приводит к истощению организма и нарушает работу иммунной системы. А кроме того, он влияет на гормональный баланс и нарушает уровень сахара в крови, становясь самой незаметной и оттого самой коварной причиной угревой сыпи на лице. Как бороться с акне? Прыщи на лице наносят тяжелый удар по самооценке человека. А потому нет ничего удивительного, что люди готовы принимать антибиотики и идти на любые другие меры, только бы избавиться от этой проблемы. Вот только препараты не устраняют причину акне, а лишь временно убирают воспаление и улучшают внешний вид. Большинство людей не идут к врачам, пытаясь устранить проблему самостоятельно, методами, которые, по слухам, помогали им знакомым. Однако человек вряд ли стал бы принимать тетрациклин, если бы знал, что для очищения лица достаточно просто исключить из рациона молоко или хлеб. Не зная об этом, человек упорно продолжает травить организм антибактериальными средствами, не только не решая проблему акне, но и получая в довесок массу побочных эффектов таких лекарств, вроде головных и мышечных болей, кандидоза или пересушенной кожи. И даже процедуры в косметических салонах, за которые вы отдадите огромные деньги, не решат вашу проблему. Лечение синим светом, безусловно, убивает бактерии, но это лишь временное решение проблемы, за которое придется поплатиться пересохшей и шелушащейся кожей. И даже микродермабразия, процедура, которая довольно эффективно устраняет акне, приводит к покраснению и отеку кожи. Как избавиться от прыщей натуральными средствами? Прежде чем хвататься за антибиотики
и идти в косметический салон, попробуйте натуральные способы устранения акне, то есть диету и изменение образа жизни. Диета. Первое. Поменяйте молочные продукты. Прежде всего, попробуйте отказаться от молока. Я не предлагаю вам навсегда забыть о вкусе молочных продуктов. Просто попробуйте заменить коровье молоко ореховым, миндальным, кешью, соевым молоком из фундука, а также соевым, рисовым или кокосовым молоком. Из этих продуктов получаются не менее вкусные йогурты, коктейли и мороженое. Зато в награду вы получите чистое лицо без единого прыщика. Второе. Откажитесь от простых углеводов. Простые углеводы, которые присутствуют в тортах, конфетах и других сладостях, не несут фактически никакой пользы организму. Зато способствуют набору веса и провоцируют появление угревой сыпи. Просто откажитесь от кондитерских изделий, сладостей, белого хлеба и сдобных продуктов, чтобы ваше лицо вновь засияло чистотой. А заодно вы станете более стройными и здоровыми. Третье. Откажитесь от сахара. Кроме отказа от сладкой сдобы, конфет, мороженого и шоколада, вам необходимо задуматься об отказе от самого вредного низкоуглеводного продукта – сахара. В 40% случаев именно полный отказ от сахара поможет привести в порядок ваше лицо и забыть о ненавистных прыщах. Стоит приучить себя пить чай и кофе без сахара, а готовя сладости для себя и всей семьи, заменять сахар стевией, как самой лучшей альтернативой рассматриваемому продукту. Четвертое. Ешьте больше белка и полезных жиров. Практика показывает, что хорошей отправной точкой в борьбе с акне является диетическое питание, в котором должно быть 45% белков, 35% сложных углеводов и 20% полезных растительных жиров. В плане пополнения запасов белка употребляйте нежирное мясо и рыбу, но при этом не забывайте о растительном белке, которого много в бобах, сое, орехах и гречке. Сложные углеводы вы найдете в кашах из круп, в бобовых культурах, капусте, перцах и томатах, а растительные жиры в миндале и грецких орехах, авокадо и халве, кунжутном и льняном масле. Пятое. Ешьте ферментированную пищу. В очищении кожи от акне и других высыпаний большую роль играет состояние желудочно-кишечного тракта, а в частности нормальная микрофлора кишечника. Для ее поддержания важно постоянно пополнять запасы полезных бактерий, которые содержатся в ферментированной пище, соленых огурцах, квашеной капусте и, конечно же, в кисломолочных продуктах, таких как кефир, ряженка и йогурты. Такая пища поможет вытеснить плохие бактерии и дрожжи, снизив токсичность организма. Шестое. Ешьте натуральную пищу, а не фастфуд. Готовая пища, которая продается в упаковке, уже обработана, а значит лишена тех полезных веществ, которые хранятся в изначально цельном продукте. Фастфуд отлично насыщает организм, но при этом он не способен восполнить запасы витаминов и минералов, а значит будет ослаблять иммунитет и нарушать гормональный баланс организма. Таким образом, от чипсов, гамбургеров, соленых орешков, сухариков и прочих вредных продуктов стоит держаться подальше. Напротив, чтобы поддержать здоровье своего организма и прежде всего кожи, возьмите за правило готовить пищу дома, причем из натуральных продуктов – фруктов, овощей, орехов и круп, грибов и ягод, а также натурального мяса и рыбы. Седьмое. Минимизируйте прием алкоголя и кофеина. И алкоголь, и кофеин являются стимуляторами, которые повышают уровень стресса в нашем организме, а значит, могут способствовать нарушению баланса гормонов и повышать уровень сахара, провоцируя появление прыщей. К тому же алкоголь негативно действует на печень, увеличивая токсичность организма, а значит, если вы хотите избавиться от существующей проблемы, минимизируйте или вовсе откажитесь от вредных продуктов. Изменение образа жизни. Восьмое. Сократите макияж. Отказавшись от ежедневного макияжа, вы способствуете очищению своей кожи. Понятно, что в одночасье женщине очень сложно отказаться от такого ухода за своей внешностью. Поэтому начните с малого. Старайтесь использовать косметику без красителей и химикатов. Применяйте косметику на водной, а не на масляной основе. А по возвращению домой с работы сразу же смывайте косметику и наносите на лицо крем для восстановления кожи. Девятое. Минимизируйте стресс. На самом деле, минимизация стресса – это не попытка замолчать проблему или не ответить нахалу грубостью на грубость. Чтобы понизить уровень стресса, достаточно высыпаться, ежедневно заниматься физкультурой,
Хотя бы 30 минут в день прогуливаться на свежем воздухе и 15 минут принимать солнечные ванны. 10. Очищайте лицо 1 раз в день. Удаление кожного сала с лица не должно быть самоцелью, ведь этот компонент кожи защищает ее от обезвоживания и проникновения вредных бактерий. В этом плане очищайте лицо 1 раз в день, вечером, а с утра просто умывайте его прохладной водой. Биодобавки для очищения кожи. Завершая статью, скажу о том, что согласно исследованиям, у большинства людей с акне и другими высыпаниями на лице наблюдается пониженный уровень цинка. Это значит, что кроме правильного питания и ухода за кожей, вы можете использовать полезные биодобавки с цинком, которые снизят производство кератина и кожного сала, а также помогут организму справиться с проникающими в кожу вредными бактериями. Помните, в день в ваш организм должно поступать 30 мг цинка. Поможет коже и биодобавка с витамином Е. Оказывается, регулируя уровень ретинола в организме, мы способствуем скорейшему удалению омертвевших клеток кожи, которые в этом случае перестают связываться с другими мертвыми клетками и не забивают поры кожи. Здоровья вам и успехов в борьбе с прыщами! Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.